Приветствую вас, зрители моего канала. Идея создания миниатюрного автомобиля не нова. Достаточно вспомнить немецкие послевоенные автомобили особо малого класса BMW Isetta и Zundab Janus. Ведь эти автомобили были максимально просты и дешевы, и большинство людей могли их себе позволить. И оглядываясь на них, в конце 50-х годов прошлого века в Польше тоже задумались о создании своего автомобиля малого класса. Даже нашлись быстро конструктора, которые захотели реализовать эту идею в металле. Ими стали Казимир Вычиский и Януш Зигадлевич, работающие ведущими конструкторами в инженерном бюро моторных средств. А помогали им в создании народного автомобиля Анджей Сгличинский, Ян Игнатович и Витольд Кончаковский. Польский автомобиль, ласково названный своими создателями СМЭК, что в переводе с польского означает «дитя» или «ребенок», был разработан в 1956 году и уже через год был готов первый прототип. Автомобиль получил стальной кузов на пространственной раме. Интересной особенностью был вход в салон. Он был спроектирован по типу Изетты и Януса. В автомобиль можно было попасть с помощью одной единственной широкой двери, которая находилась спереди и открывалась с наклоном вперед. На этой же двери крепилось рулевое колесо, а рядом крепилась запаска. Силовым агрегатом послужил мотоциклетный двигатель, который расположили сзади, от мотоцикла «Юнак», мощностью 15 лошадиных сил, который разгонял автомобильчик до 70 км в час. Расход топлива составлял 5 литров на 100 км. В паре с ним работала четырехступенчатая коробка передач, тоже от этого же мотоцикла. Для заднего хода конструктора сделали реверс-редуктор, благодаря которому у этого автомобиля появилось аж целых 4 задние передачи. От мотоциклетного двигателя автомобилю перешли все его детские болячки, в том числе и перегрев двигателя, так как работал он на максимуме своих возможностей, а должного охлаждения не было. А это приводило в свою очередь к быстрой поломке шатуна и приводных цепей. Подвеска колес была независимой. Колесные диски состояли из двух половинок – стальной и алюминиевой, что облегчало шиномонтаж. Салон автомобиля тоже был предельно простым, без всяких излишеств. На передней панели присутствовали только основные приборы – спидометр, индикатор топлива, заряда батареи и выключатели света и поворотников. В салоне, кроме водителя и переднего пассажира, имелось и 2 задних детских места. Но чтобы на них добраться, нужно было приложить немного усилий в плане акробатики, что было исправлено на одном из последующем прототипе, где были добавлены двери для доступа к задним сиденьям. Всего польскими специалистами было построено 25 малолитражек, где на некоторых экземплярах были небольшие изменения экстерьера, и 10 автомобилей, из которых проходили довольно длительные испытания. Этот микроавтомобиль планировали выпускать в городе Шецене, на мотоциклетной фабрике, где собирался мотоцикл «Юнак». Однако до серийного производства дело так и не дошло. И автомобиль СМЭК так и не стал тем самым народным дешевым автомобилем. И все дело было не только в его детских болезнях двигателя, но и в его цене. Многие жители страны просто не могли позволить себе такие траты, ведь автомобиль стоил аж 200 тысяч злотых. Что и стало причиной, что этот проект по производству народного автомобиля закрыли, а его место занял более перспективный микрокар Micrus MR300. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.